Привет, друзья! И снова у нас четверг. Как-то часто, да, четверги начали быть. И мы начинаем с вами новый урок 4-го сезона «Невредные советы практикум». И сегодня это будет урок про яхты. Немножко с вами отдохнем от нашей архитектуры. Поэтому кто там переживал и говорил, я не успеваю архитектуру сейчас еще рисовать, вы можете немножко оставить свободное место в ваших блокнотах и чуть-чуть переключиться. Эта тема немножко будет попроще, веселее. Вот, слышно, видно. Спасибо, вот, что сразу уже пишете. Уже очень приятно, даже не спрашиваю. Вот, это у нас традиционное начало. Прекрасно. Так, добрый день всем, друзья. Сегодня продолжим. Понятно, что... Представляете, мы с вами уже месяц занимаемся. Очень рада видеть, очень приятно. Вот. И месяц быстро пролетел. Время, оно идет, конечно. Никуда не деться, и я этим не управляю, как и вы. Вот. Поэтому целый месяц мы уже учимся, да, разбираемся с тоном. Безусловно, мне хочется сказать, что самое важное, что я вот вам даю, да, это веру в то, что даже без наставника, без кого-то, без какого-то педагога вы можете самостоятельно вкладываться в свое творчество и самостоятельно его развивать. То есть вот таким образом прорабатывая, вы же можете, вот у нас есть блокнотик, да, с вами, вы можете отложить и еще там, не знаю, еще 10. Никогда не будет лишним. Когда вы забудете какие-то здания, вы можете снова вернуться и снова их нарисовать, потому что это всегда вот этот накопительный эффект нашей копилочки. Мы с вами копилочку наполняем копилочку образов, чтобы потом нам было проще с ними работать и отсюда их доставать, знаете, вот так вот, и на работу акварельную помещать. То есть, конечно же, мы вот работаем именно с этим. То есть самостоятельная практика, да, и я рада, что вы очень много самостоятельно работаете. Не все, конечно, но те, кто еще не с нами, присоединяйтесь, поэтому буду очень вам рада. Вот. В прошлый, точнее, вот в этот вторник уже, у нас, видите, мы чаще стали встречаться, в этот вторник был у нас смотр работ, и те, кто выкладывал ВКонтакт в группу, там очень удобно, там есть беседы, можно беседы по темам, можно отдельно уже, да, выкладывать, смотреть по 4-му сезону и смотреть работы коллег. И там очень дружественная атмосфера, все друг друга поддерживают. Я, конечно, немножко там поругалась, но это в очень хорошей форме. И сказала о всех минусах, о всех каких-то моментах, которые мы забыли. Сегодня я немножко об этом тоже поговорю. Ну и, конечно, сегодня у нас яхты, лодки вот, будут в эфире. Также, конечно, не могу не сказать, что в эту субботу, 22 октября, будет первый такой большой курс в моей школе Art Kustovo School. Подписывайтесь, все у меня ссылочки в моем профиле. Вот. И это просто долгожданный курс, я о нем рассказывать могу. И, конечно же, очень такой для меня важный, потому что капли я рисую, ну вот последние, да, наверное, последний год, и это действительно непростая тема, но она очень интересная, и я именно системно хотела показать, как с этим разобраться и как придумывать, потому что мы с вами, ну, на курсе не будет копий работ, то есть, ну, мы, естественно, берем референс, но опять мы не копируем, мы придумываем, берем что-то не берем, что нам не нравится, и в этом как раз есть смысл творчества, потому что слепое копирование ничего хуже не бывает, да, неосознанного копирования. Поэтому, но, сразу говорю, курс для терпеливых, вот для тех, кто действительно хочет позаниматься. С другой стороны,
вы можете всегда, то есть эти работы вы можете разбивать на какие-то этапы и делать хоть одну работу там неделю. Плюс у меня будет, возможность, соответственно, приобрести тариф с моей личной проверкой. Я буду записывать вам скучные голосовые сообщения, вот, и заставлять переделывать задания. В общем, по крайней мере, с проверкой там будет всегда такой момент, что пока вы не сдадите одно задание, вы к следующему уроку не переходите. Поэтому у нас там будет прям работа, да, такая индивидуальная. Вот, поэтому мест немного, но я с радостью возьму. Я понимаю, что не все могут ко мне на мастер-классы и приехать, и не только потому, что там не попасть в места, а потому что не в Москве или где-то очень далеко, а это отличная возможность нам с вами позаниматься индивидуально в том числе. Вот, поэтому в таком вот формате, пусть онлайн, но я постараюсь его сделать максимально такой приближенный, то есть будут какие-то голосовые, будут какие-то зарисовки, там будут что-то, то есть это не будет просто текст, типа из разряда, хорошо, молодцы. Вот, я всегда дотошна, вы, собственно, знаете, как я разбираю работы еще по бесплатному разбору по четвергам. То есть они, кстати, все есть, можно их в телеграм-канале посмотреть. Так что это действительно такой вот важный момент. И курс, сразу говорю, да, опять еще раз повторюсь, для терпеливых. Он большой, несмотря на то, что я рисую работу основательную с каплями там за 2 часа, вот, я понимаю, что вам потребуется, может быть, 2 дня. Вот, поэтому это тоже нормально, ничего страшного. Вот, в этом плюс онлайна, что вы можете разделить эту работу на много частей. То есть, знаете, это как пришел... То есть, везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Вот пришли вы на живой мастер-класс, что-то не поняли, не поняли, все уж как бы прошло мимо вас. Зато как бы педагог вас может подкорректировать здесь, там что-то сказать в моменте, то есть под плюс эмоция такая живая. А в онлайне плюсы другие. То есть, вы можете разбить по времени. Например, то есть не можете сегодня, да, какими-то кусками выполнять и пересматривать. Вот это большой плюс. И вообще наши эфиры большой плюс в том, что всегда можно взять и пересмотреть. Потому что одна и та же информация, но вот она не может сразу вам так в голову вся, да, какую бы я полезную ее ни сказала, нужно, чтобы прошло какое-то время. И вот даже мне кто-то писал, что посмотрел, не знаю, все сезоны, а вот сейчас перед 4-м пересмотрел некоторые сезоны, и, о боже, там вообще оказалось, что я то же самое, вроде вообще как понятно, о чем я говорю, но уже по-другому, то есть уже другая информация, то есть какая-то базовая села, и на нее уже села еще одна, да, то есть стало легче понимать. Так, что у нас здесь вижу комментарий. Добрый день, рада вас видеть, спасибо большое. Да, разбор подробный. Но я разобрала практически все работы. Я там, если видела, что повторяется или одно и то же, как бы одни и те же ошибки, но я и так повторялась, но просто старалась как бы именно про разное говорить, да. Вот, был очень информативный, очень ценный. Отлично. И на самом деле... Сейчас мы опять сделаем там 3-4 занятия, и тоже снова будет какой-то разбор уже по вот этим темам. То есть у нас немножко перерыв от архитектуры, мы к архитектуре вернемся, но немножко нужно будет, я сейчас просто болтаю, чуть-чуть жду, чтобы все присоединились. Вот, но, конечно же, нужно, да, опять снова к ней вернуться, уже немножко с такими устаканенными знаниями. Я специально сделала в таком порядке, вы поймете, что это значит, когда вы возвращаетесь уже, смотрите на что-то осознанно. То есть, как вы на это смотрели в начале, когда не понимали, что я говорю, и когда будет урок снова про архитектуру, но только Западной Европы, и там будут какие-то моменты повторяющиеся, и у вас в голове уже будет, ага, да, здесь, я понимаю. И вот этот момент, он действительно важен. Это как раз и говорит, что вы сами самостоятельно это запомнили. То есть вы это переработали в свою информацию, которая с вами. Не то, что я там говорю. То, что я говорю, я и так знаю. То есть я это знаю, я это говорю. Вот. А нужно, чтобы вы знали, да. И вот этот вот момент, он не бывает быстрым. Он за 1 секунду не происходит. Он такой вот длительный. Поэтому... Даже если вы что-то не успеваете, какие-то еще моменты вы можете всегда вернуться, это тоже важно. Понятно, что те, кто со мной сейчас вот идет в потоке, возвращаться не хочется, там, но у нас будет там небольшая неделя, будет перерыва, одна в начале ноября, когда я, скорее всего, не смогу, мне нужно будет уехать, и как раз будет возможность нагнать, а потом мы снова с вами продолжим, вот.
Hello from Czech Republic. Hello. Nice to see you here. Вот. И поэтому вот основное я вам сказала. В субботу я вас жду. Присоединяйтесь к курсу. Буду очень рада. Это действительно такой долгожданный курс для меня. Вот, знаю, что многие тоже его ждали. А потом еще у нас будет... спойлер. Вот, у нас будут марафоны, ну, такие тоже рисовательные, и это уже будет к декабрю. Так что, какую акварель лучше для начинающего? Я думаю, что сейчас как бы не особо много вариантов. Невская палитра, конечно же. Вот. Сейчас просто как бы выбора-то и особо нет. То есть, если раньше, может быть, какие-то, но это самый пока бюджетный вариант, который есть и который доступен почти везде. То есть, по многих магазинах, даже в разных городах. Поэтому я рисую Невской палитрой. Ну, я рисую разными брендами, не только Невской палитрой, и буду пробовать какие-то еще сейчас. Потому что наши любимые родные немножко все поуходили, и достать что-то сложно, поэтому будем искать, будем смотреть, чем еще можно что-то заменить. Вот. Я долгое время этого не делала, просто по причине того, что, ну, как бы все было, и что менять, если, в принципе, все есть. Но сейчас буду какие-то аналоги смотреть, потому что всегда, знаете, хорошо, если есть то, что ты любишь, но можно какую-то замену на всякий пожарный случай, в принципе, вот, иметь. Hello from India, lots of love. Thank you so much. Hello. Всем привет. Да, привет. Итак, если у вас будут вопросы текущие, да, обязательно задавайте, будем смотреть, разбираться. Вот. Сегодня, правда, действительно не очень сложная, но очень интересная тема про лодки, вот, потому что посмеемся с вами, как мы ошибаемся. Будем говорить про ошибки и ошибки формы. Да, то есть весь наш курс, безусловно, он связан с работой с тоном, но, конечно, он связан с формой. То есть как мы ошибаемся и не строим правильную форму, и как это влияет на восприятие зрителям, да, то есть если мы чуть-чуть исказили форму, и все, у нас уже лодка уплыла в небо, и там что-то как-то у нас ушло, вот, и уже зритель такой, да что-то не так с этой работой, и вот нам надо понять с вами, что не так, и, как правило, всегда первая ошибка и основная, да, и я думаю, что вы уже поняли за предыдущие уроки, это ошибка формы. Да, то есть непонимание формы, тон. То есть вот там и кроются основные. Цвет, он, знаете, это такое очень, безусловно, хороший мастер, хороший художник, он и с цветом, да, очень хорошо разбирается. Но если нет, то это не самое важное. А если мы про реализм говорим, реализм. Вот. А если у нас, там, не знаю, все уплыло по форме, то вот у нас кривенькие, косенькие домики, символы, там, символы лодочек. Ну, в общем, сейчас все увидите, поэтому переключаюсь наверх. Так, где-то моя резинка была. Вот. Замечательная. И готовимся к работе. Are you going to continue in your language? Yes. Yes. Because the most people understand only Russian now. So sorry. Okay. Так. Ну что ж, я тут подготовилась, как всегда. Но настраиваться нам придется. Так что, если вас сейчас укачает, так, немножко протру камеру. Так, и вот каждый раз у нас по-разному у меня все здесь настраивается. Ну вот, даже вообще абсолютно непонятно почему. Так, ага, вот. Такс. Сейчас нам надо еще чуть-чуть пониже сместиться. Я думаю, сейчас чуть повыше.
Так. Эфир сохраню. Видите, я уже тут пишу, чтобы не повторять одни и те же вещи. Я думаю, что видно. Все, я думаю, что здесь хорошо сейчас видно. Вот, и как раз комментарии не закрывают, ну и низ, собственно, тоже. И мне удобно сидеть, я могу все почитать. Так, и мы, наверное, влезаем как раз с... Да. Итак, у нас с вами лодки, яхты. Начнем с простых элементов, с простых лодочек. С которыми нам надо будет разобраться. Так. Вся проблема заключается в том, да, я сейчас буду показывать, и мы прям будем видеть себя, что наши лодочки всегда улетают в небо. Знаете, вот такой вот... Если вот особенно вот какие-то такие кадры. Я нашла, как всегда, самые простые. И у нас вот обычно какие-то такие кадры, это, кстати, очень похоже на Непал и прям непальские лодочки, они начинают у нас, то есть мы с вами идем от ошибок, а потом запишем, как правильно. Они начинают у нас... Это мы знаем, как выглядит лодка. Вообще для начала давайте разберемся. То есть она выглядит у нас каким-то таким образом в профиль. Ну, простая мы сейчас будем, да? И вид сверху. Я не шучу, знаете, это как... когда я изучала там начертательную геометрию в ВУЗе, вот после этого ничего не страшно. Это так, ради шутки. Когда у вас, например, цилиндр, а его цилиндр и соединение цилиндра и конуса, например. То есть вот здесь вот он пересекает. То есть вроде как цилиндр, а по какой линии он будет пересекать? Там вот такая вот сложная линия, по которой он будет соединяться. И там вид сверху вообще ужасающий. Вот. Кто инженеры, меня поймут. Я сейчас боюсь соврать, но там что-то тоже такое вот. Вот, и так, скорее всего, вот так вот. Да, сюда, в эту сторону и вот туда. В общем-то, это, конечно, такая целая катастрофа. И после такого вообще все эти лодки становятся уже не страшными. Надо, да, там простроить как раз от точек линии. Так что все. Слава богу, что мы сейчас с вами не начертательную геометрию сдаем, да. Значит, и лодка, да, вид сверху лодки. Вообще сейчас вам должно показаться, когда мы будем лодки смотреть, что архитектура не такая уж и сложная. Я надеюсь, что вы, кстати, этот вывод и сделаете. Потому что не сложно, когда у нас формы... Что это я вообще-то не там рисую? Давайте еще раз. Значит, у нас лодки. Потому что когда мы с вами работаем с прямыми линиями, и у нас очень мало каких-то скруглений, то это несложно. А вот форма у лодки, она достаточно сложная, да, у нее есть расширение. Собственно, здесь по элементам лодки, я думаю, все плюс-минус будет понятно. Вот, мы не будем тут уже, знаете, у обычной лодки учить какие-то сложности, да, пока. Мы вот поучим элементы у большой яхты, а вот у маленькой нам хватит корма и у нас нос, да. Ну, вот этот вот момент сзади называется транец. Просто, чтобы он вас... А так там, конечно же, все это и киль внизу. Есть элементы, и скамейка у нас внутри. Вот. Также, ну, давайте, ладно. Вот здесь палуба, и вот эта вот часть, это бимс. А вот тут вот палуба. То есть даже у лодки это есть. То есть мы небольшие элементы посмотрим. Да. Это точно начертательная геометрия, архитекторы поймут. Вот, конечно, это у нас очень много общего.
в этом смысле в обучении. Это вот эти, да, моменты, которые... Ну, вот здесь вот просто у нас на корме тоже, да, тоже существует палуба, то есть она и носовая, и кормовая. Ну, как раз не будем вот эти перегородки все учить, достаточно будет вот этого. И что важно запомнить, да, у лодки, что вот нам понадобятся вот эти для построения. Вот эти точки, я бы их назвала, там, давайте, 1, 2, 3, 4. Вот прям так вот легко, без этого нам никак. То есть это точки, которые имеют, вот здесь вот они находятся в самой широкой части и ближе к носу, да, то есть они находятся ближе к носу. И они нам понадобятся для того, чтобы лодку построить правильно. Для начала хочется сказать, что всегда, если вы рисуете много маленьких лодочек, то очень неплохо использовать элемент бесконечности. Ну, это уже, мне кажется, все знают, но кто не знает, тому будет полезно, да. Через бесконечность мы их строим. Вот здесь, вот на самой высокой точке у нас будет, да, верхняя часть лодочки. И здесь у нас получается. Вот это как бы у нас уходит и остается здесь корма и нос. Именно потому, что в такой форме, ну или в обратную сторону будет то же самое, да. Мы чуть-чуть подкорректировали, потому что лодка, она сложная форма, да, она не такая легкая, как колонны, как ни странно, потому что мы иногда видим вот этот вот внутренний элемент, а нос у нас задран, видите в чем, да, то есть корма у нас ниже носа, плюс есть вот этот вот сложный момент, и в развороте, да, вот в этой перспективе лодка всегда изгибается достаточно странно, и чтобы у нас не было с вами опять это символ. То есть, я не знаю, вот эти вот лодочки, понятно, мы сейчас, но вот это сильно упрощенный символ, понимаете? То есть вот так вот, это прям сильно упрощенный. И нам он не нужен, да, то есть опять, вот это символика. И мы символику стараемся с вами избегать, потому что это в нашей голове. И, флажочек, конечно, это прям совсем, но это у нас символ, да, символ лодочки, пусть он там и остается. Вот. Это мы можем себе пояснить. А в реальности лодочка выглядит так. У нее несколько ниже киль находится, и он находится в воде. То есть если мы здесь ватерлинию проведем с вами, да, она будет вот так выглядеть, безусловно, но лодка не заканчивается вот здесь, вот на ватерлинии. У нее всегда есть какой-то киль, мы сейчас поговорим с вами уже, когда у нас есть и руль, и киль у большой яхты. Но вот очень хороший пример, да, вот когда мы работаем с вот такой лодочкой, дальше мы ей можем дать какую-то мачту, там, не знаю, или это просто там парочка у нас сидит, рыбачит, давайте вот тоже, мы потом еще с вами людей нарисуем, у нас это следующая тема, там один вот, знаете, с веслами, да, а другой там закинул удочку, не знаю, там рыбачит, к примеру. Вот. Но сначала мы разбираемся с конструктивом. Значит, какие ошибки всегда бывают вот в этих лодках? В том, что мы неправильно строим перспективу. Как правило, это происходит таким образом. Видим лодки, вот они стоят вместе. Ну, давайте вот эту посмотрим. Ее, кстати, прикольно нарисовать. И что? Мы ее начинаем рисовать вот так. Ну, разве ж не так? Я сейчас прям, если узнали себя, называется, кричите. Вот, и она у нас такая, и здесь вроде ж все правильно, а что не так-то? Вот сразу объясню, ребенок, когда маленький, он видит все искаженно и видит как раз вот это вот все сверху, потому что мы еще не умеем работать со своим 3D и 2D зрением. То есть мы немножко все заваливаем. Из-за этого, когда будем машинки разбирать, там у нас будут вот эти машинки сверху, вот, и лодки сверху, это прям классика. Это неправильно, да, это неправильно, так рисовать не надо. Почему? Потому что вы сейчас видите, как мы завалили, и мы ее видим сверху. То есть, что основное в лодках? Так как лодки
или яхты находятся рядом с нами, то есть находятся как объект, давайте, ближе к линии горизонта. Так, я сейчас там пишу. То палубу сверху мы не видим. Или видим небольшую ее часть линии. Ну, линии, давайте линии, наверное, плохое слово в нашем курсе, ну, небольшую ее часть. Дальше будет понятно, что, собственно, там мы имеем в виду. Это будет, я буду об этом напоминать на протяжении всего урока, да. Это значит, что даже если мы видим лодку практически сверху, то есть мы над ней стоим, то нам нужно измерить расстояние от одной крайней точки до другой, да, вот здесь, и тоже расстояние по вертикали. То есть мы с вами берем, и вот здесь я измеряю, ну, например, для себя, так, вернись, лодка на место. Вот так вот, у меня почти вот целый вот здесь карандаш, то есть вот отсюда до сюда, да, еще бы хорошо бы, ну вот до белой линии, да, вот я хорошо бы взять другой карандаш, чтобы это как бы отметить для себя. То есть вот у нас какое расстояние от крайней точки до крайней точки. А теперь я беру, да, и измеряю, то есть здесь мы поняли, вот до сюда, до белой, а теперь я беру, ну можно даже вот, если сомневаетесь, да, приложить два карандаша, вот отсюда, от этого карандаша, вот до этой точки. Та-дансь. Еще раз, да? Ой, так, вернемся. То есть вот, видите, это расстояние почти в 2 раза меньше. Удивительное рядом. То есть у нас оказывается, что вот палубу мы видим гораздо шире вот с этой точки, нежели по высоте. То есть изменения по высоте будут минимальные, да? То есть мы здесь изменения. Что значит изменение? Я часто этот термин употребляю, я поняла, что многие не понимают. Это из математики, безусловно, из физики, геометрии. То есть изменение, вот этот вот рост, то есть любое изменение, это значит как раз тот самый размер, который у нас может быть от самого, там, не знаю, маленького до большого. Естественно, я же не могу сказать, какой он будет у каждой лодки. У каждой лодки он будет разный. То есть и вот этот размер, то есть вот эта точка изменяется до этой точки минимально, чем это изменяется до этой. То есть у нас получается, что вот эти изменения гораздо меньше, чем изменения здесь. То есть я не говорю о конкретном размере в 2 раза, в 3 раза больше или там в 4 раза больше. Я не могу этого сказать. Это просто изменение. Изменение вот этого размера по высоте меньше, чем по горизонтальной линии, да, то есть вот. Всегда, как ни странно, это будет, если только мы не летим на, не знаю, на самолете и видим палубу сверху. То есть, несмотря на то, что вот я специально взяла такой пример, когда вот кажется, что лодка будет вот такая, да, вот такая. А что здесь у нас тогда получается? В чем разница? А здесь у нас изменения вертикальные получились больше, чем изменения горизонтальные. То есть вот это изменение размера, оно получилось, да, вот этот размер, он гораздо больше, чем этот. А мы с вами измерили вот эту лодку, оказалось, что все не так. Естественно, у нас будет, мы говорим про вот эту палубу, да, про вот эту плоскость. Понятно, что будет вот так. Здесь, если вы дошли уже до этой части курса, то вы прекрасно понимаете, что для сложных предметов вы можете использовать линию. Но вот я сейчас про эту линию беспризорную, да, поговорю. Сейчас мы с вами наметим линии.
То есть я использовала размеры, размерную сетку для себя. Вот там у меня закончится лодка. И вписала в эту размерную сетку сейчас нашу лодочку. То есть мы как бы 1 к 1 с вами берем сейчас и в тетрадку ее переносим. Значит, что значит беспризорная линия? Это вот когда мы с вами рисуем, вот, допустим, смотрите, какой-нибудь взяла архитектурный элемент. Сейчас нарисую одинаково, вы поймете, там, не знаю, с колоннами. Вот, у него тут, ну, вот такой, пусть будет с крышей. Что-то такое я рисовала недавно. Значит, нарисую его в 3 разных. То есть мы его с вами наметили. Кто вот работает с тоном, понимает, что если мы работаем с тоном, то мы вот так вот с вами нарисуем, ага, здесь крыша, здесь темнее, здесь у нас тень, здесь у нас свет. Значит, мы что? Тоном отделим эту линию. Ну, а дальше там это может быть градация в тоне, вот какие-нибудь более плотные карандаши уже можем сделать там какие-то детали потемнее. А вот начинающий, да, у нас как раз не работающий с тоном человек часто делает вот эту линию обхода, и она такая, знаете, четкая. И дальше мы рисуем, да, надо, наверное, затонировать. И вот эта тонировка, она идет вот куда-то до сюда, да, вот она такая, постеснялись довести до конца, сделали, вроде сделали, но так, знаете, не по-серьезному, а так, чтобы Настя не трогала. Вот. И все. И получается, что вот эта линия, она у нас бесхозная, да. Она у нас не относится по тону ни к фону, ни к предмету, ну, то есть ее же по факту не существует. У нас вокруг нет какой-то линии, у нас либо темный фон и светлый предмет, либо светлый, либо они сливаются, да, а если сливаются, то тем более этой линии не будет. Вот, то есть может быть обратная картина, может быть темный сам предмет, там, не знаю, в контрсвете, то есть тогда у нас вот эта линия, она будет оправдана. Это вот мы, вернувшись к архитектуре, да, с вами немножко, но сейчас это будет понятно здесь. То есть оправдано. Потому что у нас здесь все темнее, и мы понимаем, что вот это вот за край. А сейчас это просто обводка. То есть она обводка, она не нужна, она никак вообще не относится к предмету. И я думаю, что вот в разборе работ на примерах вы хорошо это увидели. Вот поэтому я перехожу теперь к лодкам, потому что, безусловно, чтобы построить сложную форму, вам нужны опорные линии и опорные точки. Но вы должны понимать, что бесхозных линий оставаться не должно. То есть мы с вами всегда какой-то контур, то есть, смотрите, либо темнее фон, светлее линия, да, где-то наоборот темнее линия, светлее фон. То есть мы всегда разбираем по тону. Сейчас. Поэтому здесь важна вот это вот наши 2 точки. Они будут самыми широкими, когда мы будем строить. Они всегда помогают нам. То есть вот это и эта точка уходит туда, да, это и эта точка в противовес ей находится. То есть всегда легче всего, то есть мы с вами говорили про 3-4, да. То есть это у нас вот 1, 2, 3, 4. Я просто автоматом их нашла. А мы с вами давайте так. И уже здесь. И, конечно же, я вот когда так прострою, а теперь мне будет уже проще вот это в карандаше. Немножко я с вами порисую, чтобы вы лодку правильно построили, конечно. Так, и тут у нас скамейки. Скамейки. Так. Есть какой-то контур. Так, теперь я буду штриховать уже этот момент. Так, у меня какой-то тут был карандаш.
Так. Да, бесхозная линия – это граница предмета. У предмета нет границ. Иначе бы у меня вот здесь была бы линия. А у меня тут линии нет нарисованной, да? Меня никто не обводил. Меня обведут, не дай бог. Понимаете, да? Вот не обводите предмет, он же не умер у вас. Как еще объяснить, что там не должно быть линии? Линии нет. Вот смотрите, есть разница в тоне. Что-то светлее, что-то темнее. Если здесь у нас, значит, здесь темнее фон. А здесь фон светлее, чем этот участок. И тем самым, я думаю, что уже за первые уроки это стало понятно, поэтому я просто повторяюсь еще, да, для того, чтобы этот был момент ясен. Совершенно очевидно и точно, да? Мы можем, конечно, если там какие-то лаги вы простроите, да, у нас это шпангоуты называется. Вообще будет интересно, если почитаете. Так, про строение скамеек и их направление напомните, пожалуйста. Смотрите, у нас с вами есть точка 3-4. Мы к этому еще вернемся, я об этом поговорю. То есть у нас есть 1-2, да, мы с вами определились габариты. Всегда есть вот эти 4 точки, они нам нужны. Они находятся, одни на одной линии, другие на другой линии. Всегда, да? И вот тут мы с вами, когда что-то строим, мы определяем линию перспективы в одну сторону и линию перспективы в другую. Они будут касаться, то есть мы габариты с вами определили, в какой кубик, да, там квадратик мы это все помещаем. Также мы нашли вот эта точка на носу и на корме, середина. Можно легче всего, да, взять эту линию и перенести. Далее, у нас самая широкая часть вот здесь и самая широкая часть вот здесь. То есть мы понимаем, да, с вами, запоминая, что всегда будет самая широкая часть, это точки 3-4. Когда точки 3-4, они вот находятся тоже на одной линии, и мы эту линию переносим. И когда мы их нашли, это и есть ваши линии перспективы, да, для этой лодки. И благодаря ним все ваши скамеечки будут в эту сторону идти, все, что здесь относится, все, что относится к этой части, будет идти туда. То есть у нас вот тут с вами будет все. Там какие-то темные элементы. Так, здесь нет у меня границ, вот здесь нет границ, у меня вот здесь вот темнее, а потом темнее сам элемент. И тогда он у меня становится натуральным. Далее эта часть у меня темнее, где-то разрывается. Но я сейчас упрощаю и вот здесь опускаю вот эти вот линии, где мы насквозь видим лодку, да, со шпангоутами. Почему я это делаю? Потому что у меня маленький формат. Потому что, чтобы мне такую лодку прописать всю целиком, красиво, со всеми деталями, мне нужен формат побольше. И вот это все, потому что здесь иначе мне очень сложно будет это сделать. Тут какие-то элементы внутри. То есть не границы, да, вот эта линия, она относится к фону. Тогда все будет сделано правильно.
И мы в акварели с вами рисуем то же самое. Здесь тоже у меня что? Нету границ. У меня есть тут... Да, наша точка 4, чтобы мы ее не потеряли. У меня тут травка-муравка, да, такая. Докуда-то идет. А дальше что у меня? У меня становится уже темнее сама корма, потому что фон светлее. Здесь корма темнее. А здесь темнее у нас область рядом. Нет, я не буду сбрасывать фото этой лодки никуда, друзья. Потому что вот это вот копирование вы не думаете самостоятельно. Вы это можете на мастер-классах сделать, еще как-то. А вот это вот возьмите и найдите. Вообще просто загуглите, сделайте самостоятельную работу. Уже говорила здесь. Я прям раздражаюсь. Иначе это ничем не отличается от сдул за преподавателем. Когда мы в акварели это делаем, это одно. То есть, а здесь у нас просто карандашный рисунок, мы по тону должны разобрать. Вы можете найти референс самостоятельно, тот, который нравится вам. Акварель как техника сложнее, уж в карандаше, ну ей-богу. Буду ворчать. Тоже нет просто линий, есть разница в тоне. Все линии должны относиться к какому-то предмету, или к правому, или к левому, даже если вы их используете. Вот сейчас это просто линия, правильно? Это неверно. Значит, что у меня? Что-то должно быть темнее, либо скамейка, либо предмет. Значит, у меня темнее все, что сзади. Соответственно, я это и штрихую. Ну, а здесь там, не знаю, у меня намек. Лодку же затопила. Ну, вот какая-то такая. Что-то там у меня лежит в затопленной лодке. Это элементы. Когда у вас хороший карандаш, да, и вы можете взять несколько разных по тону карандашей, то вы можете уже прорисовать, простроить себе столько, сколько, да, вам нужно, как вы это видите по тону. То есть все темнее и темнее. Будет неглубокий рисунок, если у вас только один по твердой мягкости карандаш, да, то есть он должен быть достаточно мягкий, чтобы вот этот объем появился благодаря разным, да, тоновым соотношение. Так, и вот эта нижняя часть у нас здесь идет. Если я сомневаюсь, куда линия идет, наверх или вниз, я беру, прикладываю. Не надо, да, изгибать дополнительно. Приложили, она почти ровная. Берем все сюда, почти ровная, никак сильно она там у нас не изгибается никуда. То есть вот у нас здесь. А здесь что у нас? Там все утоплено и все достаточно темное, темнее, чем травка. То есть травка является светлой, и мы не рисуем саму травку, да, мы рисуем тень там. И тем самым вырезаем вот эту светлую травку из общей массы. Потому что тут появляется такая темная тень, глубокая. То есть я сейчас не траву рисую, да, а наоборот, траву оставляю, а рисую тень. Так, здесь у нас какие-то элементы. Что-то там такое. Ну, а здесь я могу, раз не хочу дальше прорисовывать, сделаю на
на темном, да, на светлом намек на наши элементы. Тени в тенях, как всегда, самое темное. Ну, собственно, что-то такое. Есть больше времени, можете детально прорисовать. Прекрасно. Не можете, да? Нам надо с вами лодку нарисовать. Теперь я ее буду... Как это? Вот у нас точка 2. Да, у нас. Сейчас мы хороший такой схематичный рисунок сделаем. 1, 3, да? То есть самая у нас широкая зона здесь. 4. Вот они. И это у нас... линия идет. Но, опять, если мы с вами правильно возьмем, то есть то, что мы потеряли, а надо бы здесь сохранить. Это габаритные размеры. То есть о чем мы говорили? Вот это расстояние. И расстояние по ширине мы видим, что высота меньше гораздо, чем ширина. Всегда так будет. То есть вот практически, если мы не смотрим, это даже лодка, которую мы смотрим сверху. А теперь мы с вами посмотрим другие лодки, которые мы здесь. Вот здесь единственное, наверное, будет исключение, когда мы на очень длинную лодку, очень длинную, смотрим прям вот с кормы или с носа. Но даже если это не очень длинная лодка, вы удивитесь, измерив, что вот здесь вот у нас вот ширина, вот так вот, да, а высота, посмотрите. То есть это наш глаз и как бы нас обманывает. То есть еще раз, вот так вот, видите, я прям, да, сейчас вот здесь вот так карандаш, вот так. И вот высота, посмотрите, отсюда. Она практически равна, так она еще и даже чуть-чуть больше, да, у нас это ширина, чем высота. Я имею в виду вот этой палубы. Это вот редкий случай, но практически всегда будет не так. То есть мы смотрим опять, вот она какая широкая здесь, а по высоте посмотрите, опа, удивительно, кажется, что мы ее видим сверху, а мы взяли и измерили. Надо измерять, чем сложнее объект, тем больше нам его надо измерять. Про такие лодки я вообще молчу. А они у нас, к сожалению, начинают получаться вот такими вот тоже. То есть как можно испортить хорошую лодку? Тоже начать ее здесь заваливать, и она у нас вот такая вот начинает быть. Вот такая вот. Сейчас должны все спросить, а как вы знаете, какие лодки рисую я? Да, потому что... И вот, разделили ее на 115. Опять, что у нас получилось? У нас получилось, что она у нас по высоте очень большая. А у нас как она идет? Как она идет? Чтобы не закосячить лодку, всегда ищите 4 точки. Проводите через них линию, и тогда вы построите лодку правильно. Сейчас покажу на, собственно, всех примерах. То есть у нас с вами, да, еще раз, вот. Здесь чтобы 1, 2, 3, 4. С этим понятно? Я думаю, да. Такой у нас, знаете, крест. Этот крест есть у любой лодки. Значит, нам с вами надо 1, 2. Взяли 1 в середину 2. Значит, эту линию перенесли сюда. То есть вот взяли что-то, да, через эту линию. Раз. Значит, провели ее. На этой линии у вас будут находиться, да, сейчас еще раз. Вот так. Чуть-чуть я, да, тоже. Перепроверили себя. Вот у нас 1, 2. Где-то там на этой линии. Значит, самые широкие части, они, как правило, видны, если у вас вам подсказывает это, и эту линию вам всегда подсказывает скамеечка. Так что вы можете, оно где-то между скамеечками, вот ее взять и сюда перенести.
Это у нас будет 3,4. Ширину вы выбираете сами. Ну, как правило, она же не огромная. То есть, как правило, эта ширина, она, ну, чуть-чуть шире, чем вот эта. То есть, вот здесь 3 будет, да, вот здесь вот 4, потому что это ближняя к нам история. И проводите. Так, ну, здесь она где-нибудь. Ну, давайте, в зависимости от дальности лодки, да. И проводите через эти точки. Ну, а здесь выбираете тоже тут же ширину, да, вот этого отрезка и этого. И все, себя не обманывая, проводите через эти точки. Ну, вот здесь в зависимости, тут у нее, знаете, вот такое вот, не выпуклое, а вниз чуть-чуть провисающее. Ну, значит, провесили линию вниз. Чуть-чуть, да, вот у нас этот нос. Вот у нас лодка. И дальше у нас все что угодно. То есть по этой же линии у нас будут находиться скамейки, расширяясь всегда к нам. Да, вот это вот всегда шире, чем тут. Почему? Потому что там все в точку схода идет. Вот, пожалуйста, наша лодка. То есть, естественно, я недосконально на 100%. Вот у меня, говорю, широкий там сняла. Но самое главное, что вы ее правильно построили относительно всего. То есть вы дальше любую, вот такую, да, то же самое берем. У нас всегда есть 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. То есть мы с вами 1, 2, агак. То есть легче, даже если вы ее строите себе, потом будет уже привычка строить правильно, да, уже вы ее сможете самостоятельно. Тут вообще горизонтально. Ну и габариты, получается, у нас она здесь шире, то есть однозначно она шире тут и короткая там. Короче. Все, габариты измерили, вот наши точки есть, и никуда мы уже не денемся. Здесь шире, здесь вот практически одинаковые. Здесь у нас корма, тут лодка закончилась. Взяли и соединили их. Вот ваша сложная форма. Оказалась такой несложной. И дальше вдоль нашей основной линии получаются. Нарисуйте 115 лодок, будет легче. Значит, здесь важно, что у нас у лодки есть какая-то толщина, поэтому не на линии у нас заканчивается наша скамейка, она заканчивается как бы несколько внутри, да, потому что она еще к чему-то крепится там. Вот, видите, то есть мы рисуем с вами лодку не вот такую, а правильно построенные лодки в перспективе. А всего-навсего нам надо найти вот эти вот моменты. Так. То есть какая бы она ни была, вот такая, да? То есть заходите, можете вот такую тоже. 1, 2, 3, 4. Линию все время не тот беру. Вот так. Раз. Линию определили. Хорошо. Следующее. Самые широкие, как правило, около первой скамейки. Можно прямо скамейку взять. Вот 10 лодок построите, и будет нам счастье. Значит, тут. Ну, то есть в зависимости. Сами выбираете вот эту ширину, но она все равно не будет огромная. Даже если вы огромная, она просто у вас такая толстенькая будет. Но она не будет уже неправильной. И соединяем эти точки. И вот ваши все эти округлости, сразу странности, формы и получились. Потому что, да, вот она так заворачивает. А всего-навсего у меня прям сердечки сегодня летят. Так прекрасно. Почему выбираем сами ширину? Потому что от модели лодки будет зависеть.
Ну, то есть вы можете это замерить, но если вы плюс-минус, она у вас просто будет шире или уже, да, бывают каноэ, они узкие, бывают вот это более там конообразная, да, такая, бывают вот эти классические наши средние полосы, они здесь всегда шире, то есть если вид сверху нарисуем, то она у вас в зависимости от модели лодки, вот эта ширина, она будет, ну, то есть как бы отличаться, да, у вас всегда. Поэтому вы сами определяете, можете снять отсюда, если легче, если хотите, то вы можете это сами сделать. Потому что если вы будете все мерить, ну, можно застрелиться. Тогда начертательная геометрия вам уже как бы не то, что... Я показываю вам, что не надо мерить все, что для того, чтобы правильно построить, нужно всего-навсего 4 точки. И уже здесь у нас... Нижняя часть, да, ее важно тоже у нас определять. Там, где у нас, вот здесь, кстати, видно, там, где у нас троечка, да, и вот тут мы посмотрим, там, где у нас троечка, у нас здесь нижняя часть киля большая, и вот здесь вот самый выпуклый элемент, то есть у нас щечки такие у лодочки, поэтому всегда в этом месте самая будет низкая ватерлиния, ну, то есть вот немножко будет ощущение, потому что у нее что, поднимается корма и поднимается нос, а вот здесь вот, и, как правило, их еще, знаете, подкрашивают, подрисовывают здесь, чтобы она вот сливалась с... То есть вот она такая у нас идет. Ну, а тут, получается, у нас автоматически наши... Так. Я сейчас строю, да, объясняю, но бесхозных линий стараемся не рисовать. Сейчас построение просто, потому что сложная форма. Но... Безусловно, да, дальше мы прорабатываем в карандаше, чтобы у нас бесхозных линий не существовало. Все относится к чему-то, то есть идет это у нас либо фон, либо сама лодка. То есть либо фон темнее, либо сама лодка. Здесь у нас отражение, тоже отражение всегда вертикально. Мы про отражение сейчас будем говорить, когда с яхтами будем разбираться. Значит, понятно, да? Конечно, это сложнее, чем колонны. Конечно. Я говорю, вот, друзья, теперь вы начинаете понимать, что сложные формы, что архитектура вообще не сложна. На самом деле, научу вас определять, что сложно, что нет, да? Если у вас идет сочетание каких-либо прямых линий, ну, то есть каких-либо прямых, ну, максимум округлых, то это несложно. Всегда. Даже если этих линий прямых и округлых 100-500. А вот если у вас две, ну, вот такие изогнутые, их часто сложно найти и определить. Но мы с вами сейчас, вот еще раз, да, мы когда нашли 4 точки, мы их просто соединяем. То есть эта линия образуется сама. Мы с вами нашли 4 и определили вот эти вот ширину носа и ширину кормы, да, то есть вот эту ширину и вот эту. Мы с вами определили и просто соединяем эти точки. И у вас вот эта сложная форма, да, получается сама, в зависимости от того, в каком ракурсе у вас стоит лодка. Нарисуете, значит, домашнее задание 10 лодок. Я не шучу. Вы уже поняли. То есть нарисовать, построить 10 лодок и желательно в тоне. Ну, то есть мы все делаем вот так. Светлое, темное, светлое, темное. Так, переходим дальше. У нас с вами появляются яхты. И вот сейчас мы тут с вами порисуем. Что-то нас завалило немножко. Все понятно? Убоги 10. Ну, друзья, смотрите, и опять, можете же не рисовать.
Это же ваш личный опыт, ваша личная практика. Зато потом вы эту лодку как семечки будете и в любом ракурсе рисовать, и из головы будете рисовать. А вам, к сожалению, нельзя дискету вставить, чтобы эту информацию зашить в голову. Она только через личную практику. Зато как бы я сейчас закройте глаза, я любую лодку вам нарисую из головы, все равно. Я сейчас рисую с референса вам только для того, чтобы вы понимали, что я рисую тот ракурс. То есть это очень важно, потому что только так это нарабатывается. Можете не делать, но мы же не в школе, когда, знаете, там можно отсидеться, ну, хотя это тоже и там не стоит. Но отсидитесь, просто не будет у вас этих знаний. Вот. Итак, нам с вами нужно теперь изучить яхту. И нам придется начать изучение с яхты. Эх, да-да. Ну, я схематично сейчас буду рисовать так, но рекомендую со мной рисовать. Так. Вы поймете потом, зачем. Парусную яхту. То есть опять, у нас это схема. Вживую яхта выглядит немного не так. Но мы таким образом с вами запоминаем элементы. Здесь вот нужны будут. Вот так я их пририсую. Там обычно такая носовая. Такс. И, конечно же, киль. Вот. Итак. У нас вот такая с вами яхта. И, честно, мне очень понравилось. Я тут в интернете нашла, прям классная. Вот не превращаемся вот в этих вот, да? Вот в этих людей, которые... Это, наверное, мачта, это непонятная фигня. Вот штуковина какая-то палка. Почему? Потому что, когда вы рисуете... Так у нас потом и получается. Какая-то палка, какая-то фигня. И, в общем-то, хорошо бы основные элементы просто знать. Они вам, правда, потом пригодятся. И я покажу, зачем. Так, сейчас кранец нарисуем. Пусть будет такой. Итак, и у нас основные элементы. Ну, вот здесь вот еще у нас ванты такие. Ну, разные, да? Конечно же, у яхты мы опять упрощенно. Вы не запомните все. Все и не надо, но будут какие-то моменты, которые я буду вам говорить, и вам лучше, чтобы вы это знали. Вот. Значит, начнем с как бы простых и самых, наверное, понятных и известных. Значит, вот это у нас мачта, да? Мачта. И вот это у нас грот. Да, у нас будет. И этот элемент, который все забывают, но он супер важный, это у нас гик. Потом покажу, вообще просто это классика ошибки, вообще, что такое гик, конечно же, парус приклеен к палубе. Вот, значит, вот это у нас стаксель. Есть еще такой парус, который ставится вперед при большом ветре, он называется спинакер. Иногда ставится... Сейчас здесь напишу. До парус, давайте так. Парус. Вперед. Впереди. При ветре, да? Безусловно, я сейчас не берусь, я не мастер, я говорю вам то, что я знаю, я не специалист по яхтам настолько, я специалист по яхтам ровно столько, сколько они мне нужны для рисования, поэтому мы и будем как бы с вами вот, говорить. Вот этот вот, да, вот эта ванта, которая идет здесь, она называется форштаг. А вот это вот у нас
Ахтерштаг. Ну, вообще, да, у каждого этого элемента, то есть вот это вот задняя шкаторина, то есть это как бы какие-то углы, они будут что-то означать. Вот, но лучше мы как бы не будем, да, остановимся на наших... Если вам интересно, вы всегда можете изучить, да, эти моменты. Значит, еще нам важно, вот когда мы видим мачту, и вот она, знаете, у нее есть такое перекрестие, вот это краспица называется. Ну, запомнить, когда спица, я не знаю, я запоминала спица, краспица, ну, такой вот как-то момент. И это нам нужно, да, для того, чтобы рисовать тоже. Хорошо бы ее не забывать. Вообще, когда мы знаем элементы, нам легче разобраться с формой. Ну, здесь довольно все будет проще. Это у нас носовой рейлинг. Вы уже с первых 3 уроков, наверное, поняли, что невозможно что-то рисовать, не разобравшись, что это. Это у нас руль. Ну, как правило, да, это такая классическая. Это у нас киль. Вот здесь есть такой элемент, как бульб. Ну, нижняя часть, да. Ну, в принципе, я подпишу, но как бы не обязательно. Значит, вот эти вот тонкие такие, как эти штуковины, которые идут вдоль всей лодки, это, значит, лееры, да. Леер. А это стойка леера. Ну, или леерная стойка, то есть как вам там комфортнее будет. Вот. Естественно, у каждого паруса есть вот эти вот углы, они тоже что-то значат, и, как правило, еще вот эти вот, да, все моменты, которые держат, и, да, вот как бы вот здесь форштаги, архерштаги, здесь понятно, но вот все остальные элементы веревок, давайте просто здесь напишем, что это ванты. Есть еще маленькие элементы здесь у нас там... Я думаю, что всем, в принципе, понятно, что есть здесь люки, там фарлюки, это впереди есть, конечно, какие-то еще, ну, опять, это вот уже не будет нам настолько важно, насколько вот важен вот этот основной элемент. Да, значит, и кранец. Ну, кранец, вот честно, кранец – это то, что вам нужно изучить. Это важно прям. Значит, разобрались, да, немножко. Если интересно, посмотрите поподробнее и поизучайте вообще, как выглядит яхта. А теперь давайте посмотрим немножко на яхты другими глазами. Вот я вам тут говорила. Вот, например, вот это вот спинакер как раз. Это вот у нас есть, да, как бы у нас есть стаксель, передний парус, и у нас есть спинакер, который открывается при ветре. Вот здесь несколько элементов такие. То есть вот он. Это дополнительный парус, я вот про него говорила. Поэтому, когда у нас выглядит яхта таким образом, как будто на нее что-то еще надуло, это все нормально, как бы она вот идет под парусами открытыми. Вообще, опять, если мы вернемся к символике, и мы вернемся, да, к яхтам, значит, символика, опять, вот наша символика, там, не знаю, вот, максимальная. Значит, а видите, это мы так думаем, а как яхта выглядит вживую? Та-дамс! Да, то есть это у нас наклоненный элемент, да, у нас наклоненная мачта грот. И вот этот вот гик, да, вот он здесь, кстати, виден очень хорошо. Он нужен, потом поймете еще зачем. И вот так вот у нас стаксель, он переворачивается. Мы сейчас с вами будем на одном языке говорить, да, под ветром. Я сейчас просто опять схему, конечно, рисую. Тут, по нижней части, все как в лодке. 1, 2, 3, 4. Никуда не денешься, да? Оп. И тем самым мы разобрали форму. Ну, это гоночная яхта. Там, видите, сколько народ тусуется. Такая вот у нас. И, конечно же, вот эти вот архерштаг.
Ну и какие-то ванты можно прорисовать. Суть в том, что у нас это чтобы это не равно, да? То есть это у нас символ и как выглядит яхта вживую. Обязательно, пожалуйста, посмотрите. Я понимаю, что когда вы рисуете ну, я не знаю, здесь все просто достаточно, да, у нас в данном случае почти все темнее, кроме вот, наверное, вот этой части стакселя. Я ее так подчеркну. Вот опять, когда мы обводим ручкой, получается линия бесхозная. И это не очень хорошо, потому что это тоже, это близко к тоновой раскладке, но не совсем. То есть, по идее, чтобы линия к чему-то относилась, у меня должна быть уже штриховка ручкой, тем же самым инструментом. Иначе это у нас скетчинг, а не работа с натурой. Ничего плохого в скетчинге нету, просто чтобы вы понимали разницу. То есть, должна быть осознанная разница, что это такое. Значит, рисуем, да, вот это вот в воде, то есть, как правило, такая, знаете, в акварели классная такая вода, текучая, и вот эта лодка такая на дальнем плане. Нет, лодки вот так вот выглядят совсем по-другому, да, лодка нормального человека. Значит, они почти все заваленные, они почти все под наклоном, под ветром у нас идут. Желательно нарисовать несколько, да, тоже в тоне, рассмотреть, давайте 2-3 яхты, ну, такие яхты вдалеке, да, рассмотреть по тону. Это несложно, но вот можно взять вот такую, как раз свет-тень. Здесь очень важно, потому что у нас иначе получаются вот эти лодки, когда мы не определились, и она у нас то ли темная, то ли светлая, и контур по всему. Да, с лодками не так страшно, потому что вант очень много, и все они окружают практически парус. Поэтому вот эти линии вроде как не являются такими вредоносными, как в архитектуре. Но на самом деле, чтобы понять общую форму, безусловно, лучше работать с тоном, поэтому в тоне самостоятельно вот это проработать. И здесь, если мы посмотрим на вот эту лодку, вот она у нас вытянутая, вот это наше расстояние, вот наша точка 3-4, да, 1, 2, 3, 4, вот так вот. И мы можем точно так же ее простроить здесь. Значит, так. Ну, вот такие красивые, вот просто на фоне чего-то, да. Вот какая-то очень естественная, абсолютно тоже идущая под парусами, вот спинакер открытый. Вот. Вот здесь хорошо видно, и сейчас мы на лодках с вами будем уже на яхтах, да, определять, вот, например, такую какую-нибудь красивую, да, можно для себя взять. И вот хорошо бы сразу тогда в тоне проработать ее. Сейчас я побалуюсь. Ну, то есть вы можете одну светлую, одну темную. Негативное пространство, позитивное пространство. Помните, что небо над нами всегда темнее, да, чем небо вдали. Так. Чтобы подчеркнуть какой-то контур, да, мы всегда можем утемнять рядом с ним, потому что предмет не является по тону одинаковым на протяжении всего элемента, да, он может быть где-то более плотным, где-то менее. Можете работать с таким пространством, например, я не против, честно, вот при академической штриховке там сразу скажут, что это вы штрихуете тут, а потом пальцем размазываете. Размазываете, главное, чтобы с тоном разобрались. Можно потом, например, размазать много темного грифеля и потом протереть белые участки. То есть так тоже у нас можно. Вот. У нас здесь вторая мачта, да, у нас как бы грот и бизань, и здесь у нас, ну, скорее всего, это топсель свернутый.
Здесь я могу для себя какие-то горы вдалеке прорисовать. Я просто знаю, как дала домашнее задание, сейчас скажете, ага, сама не сделала. Вот поэтому рисую вам. Так, там люди какие-то стоят. Люди мы потом, как говорится. Сейчас большая голова получилась. Ну ладно, какие-то люди поменьше. Это сложная натура, когда все белое, да? Потому что у нас здесь совсем все прозрачное, а нам надо еще с тоном работать. Поэтому мы, конечно, очень сложно. Но один раз вырежете, поймете. Зато всегда так красивенько получается. Мне больше всегда нравится объект светлый на фоне темного, чем наоборот. Тут какие-то элементы, конечно же, можно. Тут тень просто падает. Не надо обрезать весь, да, у нас где-то свет и свет соединяются, и в эти моменты у нас как раз реалистичность получается у объектов. Проработаю отражение. Чем ближе к нам, тем крупнее волны становятся и темнее. Здесь вот, кстати, хорошо видно. То есть такие более крупные, более темные. Сейчас что-нибудь возьму такое. Что-нибудь массивненькое. Так, здесь должно у нас соответствовать верху и низу. И здесь. Если у вас какой-то там, не знаю, графитный, размывающийся, то вот здесь, кстати, неплохо бы было бы внизу. Сделать его. То есть, чтобы что-то у нас рисовать в акварели, надо сначала в графике понимать, как это строится по тону. И только потом у нас уже все это работает. Потому что в акварели я делаю те же самые действия, которые делаю здесь. Здесь посветлее. Вот такой у нас с вами. Тоже можно взять там, подписать. То есть и с волнами, и с отражением. То есть работа 100 там. Один раз прорисовали, как будто посмотрели бы на этот предмет, запомнили его хорошо. То есть можете где-то углубить тени, да, где-то их более там темными нарисовать, например. Сделать, то есть уже когда смело там работаете. Тут можно всякую там штриховку и хоть облака прорисовать, хоть что. Такая вот стилизация будет. Угу. Я думаю, что понятно основное. Самые темные места. Чтобы у нас не только там было светлое, да, и темное, а здесь тоже были какие-то
темные участки такого же тона. Вот и лодочка наша засветилась. Видите, светлая. Падающей тени здесь нету. Падающая тень в воде темнее лодки. Смотрите, у нас есть отражение. Отражение всегда вертикальное. Да? Давайте немножко этот тоже момент скажем. А отдельно это целый курс, поэтому по отражению сейчас мы сильно и по воде не будем. У меня целые курсы на эту тему, и это прям огромный пласт, правда. То есть, но у нас отражение всегда вертикальное. Тень лежит на какой-либо поверхности. Одно с другим не надо путать. У каждого предмета есть всегда тень, а иногда у него есть и отражение, и тень. Грубо говоря, сейчас прям сильно грубо. Солнце светит на лодочку. Да, вот у нас. Видите, мы сразу уже, когда понимаем, раз нарисовали, уже не хочется какую-то странную рисовать. Уже можно и адекватную нарисовать, с правильными парусами, тут с какими-то там еще элементами здесь. Значит, солнце светит отсюда. У нее, в принципе, отражение, если мы здесь смотрим, белое, да, вот оно есть. То есть мы с вами его там, ну, давайте пусть будет темное, так просто мне будет легче сейчас рисовать без... Значит, у нас здесь есть отражение, оно всегда вертикальное. Но если солнце светит сюда и освещает нашу лодочку, давайте корму здесь сделаем, то вот сюда на поверхности воды будет лежать тень. Но ее нам не будет видно, если мы смотрим. Вот, то есть, да, мы сейчас, если мы отсмотрим отсюда, то там будет тень, она будет лежать на воде. И это важный момент, потому что редко на самом деле, что у нас совпадает и вода, и отражение. То есть и тень, и отражение в одной стороне. Мы, как правило, на лодках видим что-то одно всегда. То есть мы не видим прям... Иногда, если мы рисуем прям вблизи, то мы видим и отражение, и тень. Но тень всегда будет где? На поверхности воды, да, здесь. А отражение всегда будет вертикально располагаться. Это важно. Значит, по рисованию воды отдельно сейчас не будем, да, мы про лодки говорим. Какой важный момент еще? Ну, видите, мне потом под конец, наверное, надо это распродавать зарисовки с курса. Вот. Но я, если честно, всегда продаю то, что в эфире есть. Если кому-то интересно, пишите. Так, сейчас символически. Вот, значит, шучу. Шучу и не шучу. Значит, что у нас происходит? То есть, когда мы с вами с лодкой разобрались, а теперь открываем всеми излюбленные примеры яхт. Вот прям. И тут у нас начинается. Да? И вот давайте посмотрим внимательно. Просто сейчас для начала хотя бы посмотрим. Да? То есть мы с вами здесь видим мачту. И мы видим гик, да, на котором у нас вот грот наш, здесь парус у нас, да, закручен, он свернут. Но вот этот элемент, он всегда будет присутствовать с парусом, потому что он куда-то убирается. И вот здесь вот, да, находится стаксель, его иногда снимают, но он тоже будет. То есть вот здесь вот архерштаг, который, да, форштаг, прошу прощения, вот, впереди, он у нас присутствует, то есть это основные элементы. Я сейчас буду показывать другие яхты, и вы будете это видеть. И каждый раз это происходит. И вот наши кранцы, которые здесь, да, вот лееры, ну вот на этой яхте там лееры, ну вот чуть-чуть совсем почти сняты, вот они, да, вот. Тут тоже вот, кстати, такая на видимо, может быть, на ремонте, не знаю.
Тут некоторые сняты, видите, это я уже в позднее время фоткала, то есть некоторые закрыты, но все равно здесь присутствуют те самые нам нужные элементы, которые, ну, есть везде. Даже если это какая-то старинная яхта, видите, то есть она совсем, она вот с таким рулем, то есть мы с вами руль отмечали, или не отмечали сейчас, кстати, руль, вот. То есть здесь прям вот этот вот, да, у нас руль присутствует. Обычно там стоит все-таки движок, и уже управление идет другое. Вот, а здесь у нас... Я зашла, Настя ругается непонятными словами. Надо раньше заходить, у нас уже знакомые нам термины. Вот. Значит, здесь вот у нее такой руль. Но вот этот элемент присутствует. Вот он. Видите, гик? И это важно, потому что у нас частая ошибка, то есть мы такие лодку даже нарисовали там, да, какую-то, ну, я не знаю, да, допустим, давайте самую сейчас просто простую, и у нас вот так с вами, а что делать там, куда это идет? Значит, ладно, ну, какой-то парус, хорошо, ну, типа 2, может быть, это, и вот прямо его сюда вниз. Так не работает, да, у нас вот здесь есть гик. Когда парус свернут, мы видим мачту и гик. Это когда яхта на ходу, вот этот вот, то есть гик у нас так вращается, что он, ну, как бы, он двигается, да, потому что от этого будет зависеть разворот паруса. И здесь очень тоже важно обычно под него не попасть. Вот. И он будет здесь в любом случае. То есть, когда мы рисуем свернутый уже парус, то здесь всегда вот такой вот нахлобученный, да, элемент. Это парус у нас, его свернули. Так, здесь тень на отражении. Здесь пасмурно, здесь, да, тень, она будет вот там, вот просто внутри. Пасмурно, поэтому контрастной вот падающей тени здесь нету. Она совпадает. У меня здесь, наверное, не будет таких примеров, чтобы прям было видно хорошо. Я говорю, часто ее просто нету, поэтому не рисуйте про тень вообще у лодок, но я не рекомендую прям вспоминать. Она, вот видите, опять, вот здесь свет сверху, тень, да, вот она. Как бы она под лодкой. Она под лодкой и связана с отражением. Но так бывает, случаются моменты, когда у нас освещение идет, и тень, она в другую сторону лежит. Вот здесь вот. Вот у нас освещение, вот это отражение, а вот сюда у нас падает тень. И от лодки она тоже будет лежать там, лежать на поверхности воды. Здесь тоже сверху, поэтому вот эта часть тоже такая у нас совпадает, можно сказать. Рисуйте отражение, главное, чтобы оно было вертикальное. Значит, про элементы, да, мы сейчас с вами постепенно, я буду показывать, да, про что нам надо не забывать. Вот они тоже здесь все видны, да, вот у нас лееры идут, леерные стойки, кранцы. Кранцы вообще формообразующие лодок. Значит, когда лодка у нас вот такая сложная, без разницы, у нее тоже есть 1, 2, 3, 4. Нам нужно определить всегда, да, вот эту центральную линию и идущую поперек. Если получается, что у вас совсем край, вы ее не видите, приложите линию, снимите хотя бы вот эту часть, да, наклонную линию, а потом она у нас закрутится. И мы здесь с вами, важно, чтобы мы понимали, опять, если мы измерим, то она будет шире, мы не будем видеть палубу вот так. Мы видим палубу только чуть-чуть и гораздо шире видим ее вот здесь. То есть мы не видим ее по вертикали. То есть, чтобы вам легче было, все время уплощаем, то есть рисуем всегда. То есть вот у нас там нос, здесь лодка развернется, мы видим большую часть лодки здесь, да, каким бы образом она ни стояла, но не видим ее, вот это вот расстояние очень маленькое. Значит, момент с кранцами, да, ну вот здесь я сейчас сотру лишнее, давайте. Здесь представим, ну какая-то там у нас еще часть палубы, одно закрывает другое, здесь у нас стоит мачта, вот наш гик, кстати, на который уже все элементы, лееры,
стойки. Так, и вот тут вот кранцы. С кранцами отдельная очень интересная вещь. И с отражениями. Отражение вертикально, да, что вот мы понимаем, что вот если здесь закончился нос, то тут у нас закончится и отражение, да, то есть оно никуда не пойдет. Значит, важно, что когда мы смотрим отражение, и вот, например, гик у нас находится внутри, часть паруса, она находится как бы внутри лодки, мы их видеть там не будем, они не будут вот здесь, потому что они не находятся в плоскости борта, они находятся внутри, то есть они вот там где-то, вот тут вот где-то бы отражались, если бы мы видели. А вот здесь у нас начинается мачта. И вообще очень важно, чтобы мачта, вот все всегда смеются, я говорю, как бы она так рисовали, а потом у нас мачта вот отсюда торчит. Или вот еще хуже вот так лежит куда-то. Мачта. Так могут, ну я не знаю что, лежать только веревки, которые идут от одной лодки к другой. А вот все вот эти элементы, они у нас будут лежать в вертикальной плоскости и отражаться. Мы забываем всегда, что отражение, оно, ну если оно симметричное. Если мы взяли с вами лодку какую-то вот такую, то я вот сейчас сбоку просто ее рисую, то так она и будет отражаться здесь, да, то есть у нас здесь основной парус и стаксель. То есть никак по-другому оно не будет у нас лежать. То есть это правильно. Сейчас нарисую, да. То есть у нас отражение всегда вертикальное. Продолжим эту тему. Сейчас это схема. И у нас здесь ватерлиния. Так. Вертикально. Значит, сейчас сразу нарисую ошибку. Ну, еще, может, какая-то, знаете, полосочка. Схематично. Ошибка основная начинается вот тогда, когда вот это все вот тут начинает лежать. Значит, это неправильно. Да, правильно и неправильно. То есть, когда у нас начинает отражение куда-то, где-то наклоняться, еще как-то, оно идет вертикально, потому что это зеркало. Зеркальное отражение идет вертикально. И важный момент с кранцами. Вот у нас, давайте какой-нибудь еще я борт нарисую. Что-нибудь мне понравится здесь. Или нет? Вот, давайте вот эту лодку. Я сейчас строить не буду, потому что как бы у меня уже глазомерно это все. Чтобы у вас было так же, здесь трап еще прикольно. Вот, необходимо простроить там, не знаю, с десяток минимум лодок, а желательно побольше. Значит, тут какие-то элементы. Тут у нас как раз опять мачта. Узенькая достаточно здесь. Уже видим гик. Все свернуты. Вот, видите, когда мы, кстати, рисуем вот такие лодки издалека, например, лодочки стоят. Давайте сейчас я чуть-чуть отвлекусь. Потому что это важно. Вот стоят лодки вдоль пристани. Кстати, тоже всегда либо одна темнее, одна светлее, либо хотя бы на контакте. То есть вот этой линии бесхозной не должно быть. То есть здесь мы понимаем, что вот они здесь стоят, одна темнее другой. Вот мы видим какую-то ватерлинию, видим тут отражение. Нежелательно тоже еще темные. Таким образом, да? Я из головы сейчас просто рисую. Это важно. Здесь у нас, ну, часто, да, какие-то тени, еще что-то.
Это темненькая лодочка. А это светленькая, просто на контакте темненькая. Значит, там люди ходят, что-то такое происходит. Вот здесь вот кранчики нарисуем у кого-то, может быть, будут. Давайте темные кранцы нарисуем. Так просто легче будет. Висящие по борту. Тут тоже какие-то. И вот здесь у нас получается с вами, да, всегда будет основная мачта. Если даже свернут парус, то вот здесь вот мы будем видеть гики с парусом. Там у нас какие-то еще лодки стоят сзади. И вот тут вот, да, у нас стаксель свернутый, как правило, есть. Если, ну, они уже стоят, уже свернутые. Поэтому, когда мы рисуем простые лодки, всегда мы их не только основную мачту рисуем, а, как правило, еще свернутый стаксель играет нам на реалистичность. То есть у нас вот с вами там еще что-то, еще что-то. Здесь уже. Я просто образно сейчас, да, как бы из своей головы. Соответственно, и здесь у нас сразу с вами получается вертикально идут какие-то элементы. И кранцы. Тоже желательно так отрисовать для себя. Разобрать, найти какую-то пристань с лодками. Приблизительно. Видите, вот они, кстати, здесь были. И прорисовать. Возвращаемся к нашей лодочке. Когда у нас висят кранцы, они тоже имеют какой-то тон и объем. Вот они здесь на леерах как раз у нас прикреплены. Значит, у них вот что такое кранец вообще, зачем он нужен? Это элемент лодки, который помогает при швартовке, да, не биться бортом о борт. Кстати, вот этот элемент называется утка. Вот, значит, и, как правило, они бывают разных цветов, они бывают какие угодно, они бывают круглые, они бывают вот такие, знаете, сосисочные. Вот, с темными или со светлыми окончаниями. Бывают разные, бывают вот и красные, там синие. Ну, в основном красные, синие, белые, конечно же. Вот, и у них всегда есть вот здесь тень. Вообще, как только кранцы появляются, я сейчас, допустим, нарисую 2 здесь и 1 еще прибавлю, чтобы было понятно. Сразу у нас реалистичность на любом борте лодки происходит. Вот давайте здесь еще и 1 нарисую. Вот. Сделаю его таким объемненьким. Значит, у них всегда есть что? Тень. И тень идет по борту лодки. И тем самым она подчеркивает, что у нас лодка имеет какой-то объем. И у нас сразу с вами, видите, 3D-эффект. То есть была плоская сторона лодки, а стала не плоская. Только по той причине, что у нас появились кранцы. И тут вот ошибка, которая встречается у 90% работ, практически, кто только начинает. Это неправильное рисование кранцев в отражении. Мы с вами помним, что в отражении все становится зеркальным. Вот прям захотелось мне, видите, я сама тут захотелось прям лодку эту, знаете, прорисовать. У меня куча референсов скинута в медиа, в телеграм-канале, и эта лодка, скорее всего, в том числе, поэтому ищите и найдете. Здесь какой-то объем. Так. И сразу правильный тон
Сразу реалистичный объект. Все. Значит, начинают рисовать кранцы. То есть давайте здесь. Там я нарисую красиво, а здесь как попало. То есть мало того, что у них контур, да, появляется, а контура не должно быть. Значит, наши эти сосисоны почему-то, да, начинают продолжение свое вот так. Это неправильно. Отражаться они будут, угол падения равен углу отражения. То есть в обратную сторону, но никак не в эту. У нас что с вами проявляется? Здесь изрисуйте правильный формат. Раз они сюда упали, значит, как они будут отражаться? Вот так. Второй как будет под ним? Вот так. Этот как будет? Давайте светлым его сделаем на фоне лодки. На фоне отражения. То есть я здесь по форме могу сделать. Проштриховать. Оставить ему темную. Оставить ему тон. Оставить ему здесь по-хорошему этот тоже, конечно, светленький. А тот темненький, потому что он выделяется со стороны. Ну, относительно светленький, оно все-таки в воде будет, да, уже. Поэтому не настолько светлый, насколько бы мог бы быть. И дальше у нас. Тут уже может быть какое-то там еще сложно сочиненное, оно какое угодно. В общем, это все не столь важно. Сколько важно, что они у нас не продолжают вот это вот свое сосисочное движение, не знаю, вот дальше, а отражаются, да, то есть здесь есть поверхность воды, и вот относительно поверхности воды они отражаются в обратную сторону. Вот давайте посмотрим этот момент. Сюда, 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 сюда. Если вы сомневаетесь, развернули, посмотрели, в какую сторону отклоняется, да, как у нас идет. И легче всего найти их местоположение, понять, где они находятся. Их верхняя часть, она привязана к палубе. Поэтому рисуем палубу, и верхняя часть будет привязана к палубе. И все, и вы их не потеряете. То есть где они? Вот здесь. Если они привязаны к палубе наверху, вряд ли они будут в другом месте приклеены внизу. То есть они и внизу будут привязаны к палубе. То есть находим, значит, палубу отражения, и отсюда у нас кранцы. То есть не отсюда, они же не внизу находятся, а уже вот отсюда. Далее посмотрим. Вот такой бывает, кстати, кранец носовой. Видите, какая форма? Примеры, например, вот в эту сторону, в эту сторону. И вот здесь я хочу сказать исключение. Объясню, поэтому от чего такая ошибка происходит. Вы фотографируете, идет какая-нибудь качка. Либо он вот так вот на борту, ну, то есть висит. Видите, вот здесь правильно один, тынь-тынь, а этот качнулся в моменте, и у вас произошло вот это вот движение, да, как будто бы он вот так вот продолжает. Но на самом деле мы просто его видим в сложной форме. Вот у нас всегда будет этот угол. То есть, а здесь у нас качнулся борт, качнулся кранец, мы сфотографировали, это не статичная форма. И у нас получилось, что как будто бы он продолжает. На самом деле они все разворачиваются. Мы сейчас с вами на любых, наверное, лодках проследим этот момент. Вот такие кранцы бывают, смотрите, круглые. Вот, чтобы, естественно, борт не попортить. Вот они у нас вертикальные, почти вертикальные, да, потому что так свешивается. Здесь он даже выгибается в ту сторону немножко, значит, этот немножко в эту. То есть мы вот понимаем, что здесь почти вертикально, но никак не туда он не продолжает свое падение. Вот хорошо здесь видно, например, вот. То есть вот они у нас сюда, 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 сюда. Проанализируйте, наверное, с десяток таких лодок, поймете, да, о чем я говорю. Сюда, 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 сюда. То есть вот у нас разворот, тынц, тынц. То есть чем сильнее, естественно, у него наклон, тем сильнее наклон будет внизу.
Но, но не вот так. То есть это ошибка, да? А кранцы, видите, появились, сразу лодка, борт стал хорош. Вот, хорошо видно. Видите, сюда, 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 сюда. Где крепится? У борта. Значит, нашли внизу борт, нашли, где кранец располагается. Как динамику подчеркнуть, когда надо? Динамику надо подчеркивать вот правильной формой отражения. Все. Не неправильным построением. Неправильным построением динамику не подчеркнешь. Честно скажу. То есть, как бы, чем более у вас там сложное отражение и вода, тем лучше. То есть вы водой можете это подчеркнуть. Небольшим каким-то наклоном, но вряд ли. Потому что на самом деле будет просто казаться, что вы криво нарисовали. Ну, я видела уже десяток таких работ, сотню, наверное. Вот, то есть вот. То есть вот эта динамика и движение будет только за счет уже воды самой, а не за счет того, что у вас прям лодка вся накренилась и падает. Вот, это ту, которую мы рисовали, да, вот вернулись. Значит, понятно, да, я думаю. И этот момент, то есть вам нужно тоже прорисовать лодку с кранцами. Вот. У нас сегодня с вами вот почти куча рисунков. Таких вот. Хорошо. И давайте-ка не лениться, а изучать все-таки то, как вы называете предметы, хотя бы часть. Я понимаю, вы все не запомните, но вот эта штуковина, и как бы, ну, это действительно сложно. Потом, да, или вот этот вот шарик, или еще что-то. Когда вы с ним знакомитесь, вы хотя бы знаете, как это называется, да, и уже легче находить, хотя бы даже гуглить вам, как выглядят кранцы, да, не как выглядит эта штука, хотя таких, наверное, запросов очень много. Вообще, безусловно, когда вы понимаете, как правильно строить, вы уже не строите лодку какую-то, знаете, странную, да, она у вас уже получается более-менее правильной, но нужно, если вы в архитектуре, например, построили, там, не знаю, 10, 20, 30, 40, то и здесь столько же. Не думайте, что они как-то это рассосется, да, вот. Поэтому я на сегодня с лодками, и, в принципе, эта тема, она очень интересная, но основное я рассказала, то есть основные ошибки построения, как этого избежать. То есть вся палуба у яхты строится по тому же принципу, что и сама базовая лодка, то есть через 4 точки. И здесь надо уже, конечно, нарабатывать свою насмотренность. Так, сейчас я переключусь на себя. И мы с вами немножко доболтаем. Так. А вот и я. Ну что ж. Задавайте какие-то вопросы мне. И постепенно будем закругляться. Сейчас я ставлю. Я хочу показать вам, что и в карандаше все может быть очень интересно и красиво. И если потом вы соберете, то это могут быть такие зарисовки, не знаю, это даже если оформить потом серое паспорту и сделать красиво, это будет, ну, действительно очень классно смотреться в интерьере в том числе. Но именно это мы делаем с вами в акварели. Вот то, что мы рисуем в карандаше, потому что в акварели мы не рисуем линию, мы рисуем пятна. Поэтому мы сейчас с вами, еще раз говорю, работаем пятнами и в карандаше, для того, чтобы именно в эти темные места и добавлять акварель. То есть понимать, что если я хочу что-то оставить светлое, мне не надо это обводить. Мне нужно нарисовать темное за этим светлым. И все, и светлое появится само собой. Вот, поэтому здесь сегодня, я думаю, что было интересно, с лодками вы
Ну, это вы, конечно, скажете, там вообще интересно, неинтересно. Вот, с лодками, может быть, вы так не знакомились раньше, но какие-то моменты, безусловно, даже если, говорю, все не запомните, что-то все равно останется, и нужно будет уже, как бы останется с вами навсегда и поможет вам в работе. Вот, а сейчас уже готовы к домашнему заданию, класс, ну вот, уже все понимают, да, методику. Спасибо, всегда интересно. На следующей неделе у нас, по-моему, тоже что-то не по архитектуре, а будет тоже у нас еще люди с вами, деревья, вот это вот все, это правда прикольно и интересно. Вот, лодки — это мечта, и они пока не получались. Вот простройте, сейчас задача, значит, на неделю как минимум 10 лодок. Почему я именно 10 лодок дала? Потому что научитесь строить правильно сами лодки, вот эту вот форму, то вы и яхты построите, и как бы все остальные элементы тоже будет уже понятно как. У яхт просто вот появляются еще паруса, появляются еще там вот кранцы справа, да, с бортов, но в целом как бы общая форма, она просто чуть крупнее и остается. Я сохраню эфир, я всегда сохраняю эфиры. Спасибо, это... С лодками вечно проблема. Конечно, они начинают у вас... Конечно, интересно, Денис, спасибо. Вот, значит, постепенно, конечно, запомните. Будете разговаривать. Вот мы с вами на одном языке сейчас разговариваем. То есть я вам говорю такая, а кранцы-то у вас хорошие, а вот про гик вы забыли. И вы такие, классно, а стаксель вот получился такой в свернутом виде, очень красивый. Понимаете, вот это же про образованность, да, говорится. То есть не надо, вы все не запомните там все эти элементы, ну хотя бы как основные паруса называются, и как бы чтобы, ну, не быть совсем из леса. Я думаю, что мы взрослые люди и способны запомнить 5 слов названия яхты. И теперь уже зато, когда мы будем разговаривать с кем-то или с кем-то в этой среде, но мы не будем совсем выглядеть как идиоты. Это же тоже, это любая образованность, это знание, да, знание и понимание. Вот. На старых работах много ошибок, теперь разобралась. Вот, теперь очень видно. Как доступно объясняю. Спасибо, мне очень приятно. Да, я выхожу в эфиры запланированно, есть расписание в закрепленных сообщениях, в хайлайтсах, в кружочках. То есть вот там расписание, и в четверги в 12 мы всегда встречаемся. Ну, не всегда, но вот сейчас идет 4-й сезон. Как всегда, превосходное объяснение, спасибо. Я стараюсь, да, максимально понятно объяснять так, чтобы любой человек понял, даже не специалист. Но при этом, естественно, добавьте свой опыт к этому и получите просто конфетку знаний. Вот, правда, хорошую, потому что... И это интересно, это действительно обогащает во всех смыслах. Вот, конечно, со временем с вами не останутся все эти там знания, но что-то там пооблупится, что-то уйдет, но какие-то основные элементы, основные моменты, вот так же, как в архитектуре, вы уже приблизительно понимаете, как выглядит барокко, как выглядит классицизм, как выглядит ампир, в чем разница. И вот и здесь точно так же, то есть каждый знакомимся с каждым предметом. Прежде чем я рисую лодки, я иду и знакомлюсь, что это за лодка, как она выглядит, какие там элементы. И все, когда я знаю эти элементы, и я их запоминаю, я могу уже придумать лодку из головы. Я придумаю и там нарисую. Ага, я знаю, мне когда спрашивают, какие детали здесь добавить? Ну, я знаю, что там есть леерные стойки, как минимум, что есть леер, что есть какие-то ванты, идущие наверх, что, да, есть кранцы, в конце концов, то есть, ну и как бы вот именно это знание дает мне понимание, что мне добавлять в деталях. У меня уже не стоит этот вопрос, какие детали мне добавлять. Я знаю, какие, потому что я знаю эти элементы. Все, то есть, как вы... Надо познакомиться, в общем. Надо познакомиться с предметом рисования. Мы с вами сейчас знакомимся. 10 лодок дома, элементы с кранцами, элементы там светлой лодки с отражением темным, темный со светлым, темный с темным, светлым со светлым, ну вы поняли, да, что я имею в виду, то есть вот какую-то такую и какую-то с темными парусами. Нарисовали парочку, нарисовали как-то их стоящими вдоль, и все, и вы уже имеете этот запас, вы можете это из головы доставать, все.
Я разжевала, осталось проглотить. Ну, практически так. Я даю, мне нравится больше с ключом. Я даю ключик, а вы открываете дверь. Вот, в свою комнату. Мне, правда, очень нравится это. То есть, как бы, очень такое красивое сравнение, как мне кажется. Вот. И это уже ваша собственная комната с вашими знаниями. Вот. Поэтому спасибо вам, спасибо, что вы присоединяетесь, спасибо, что вы со мной. Мне очень приятно, я стараюсь вас немножко развлекать, ну и развлекать полезно. Вот, поэтому мы с вами встречаемся по четвергам. Ну, а эфир, естественно, ну, я всегда стараюсь, надеюсь, что без эксцессов сохранить и уже выложить на всех платформах сегодня ближе к вечеру. Поэтому в ВК остается наша беседа по невредным советам, и вы продолжаете выкладывать туда работы. Сейчас накопится по разным темам, и я уже смогу тоже сделать какой-то обзор, проверить, указать на ошибки, это тоже будет понятно. Но сначала, чтобы указать на ошибки, как это? Чтобы что-то исправить, надо сначала что-то сделать. Поэтому, чтобы понять тенденцию каких-то ошибок или каких-то неправильных моментов, мне нужно, чтобы вы как бы это отрисовали до какого-то момента. Потому что, безусловно, я же что-то говорю, вы эту информацию воспринимаете. Но я не могу сказать, насколько она до вас дошла. То есть, понимаете, это как сломанный такой телефончик. Вот именно когда вы уже рисуете, я вижу, ага, вот это не усвоилось, повторяю еще раз. Вот это вот наоборот усвоилось, здесь все понятно. То есть это для меня важно уже как для преподавателя. Вот, спасибо вам, хорошего дня. Все, пока-пока и до встречи в субботу. Начало курса по каплям, и уже в четверг мы встречаемся на следующей теме. Вот, все, всем пока.